Поговорим про маньяков. Вы, наверное, заметили, что не проходит и годы, чтобы на большие экраны не вышел какой-нибудь очередной сериал или фильм про серийного убийцу. В России в последние годы их снимают буквально пачками, да и за рубежом их выходит не меньше. И хотя реальное число так и не пойманных серийных убийц сегодня невелико, по оценкам экспертов в России их около 30 человек, тем не менее на тему маньяков в нашем обществе явно есть спрос. И куда больше, чем на тему гениев и общественных деятелей со знаком плюс. Печальный, но понятный тренд. Маньяки представляют собой этакое общепризнанное зло, с которым надо бороться. И часто эта борьба публике представляется увлекательной охотой, в которой сам хищник становится потенциальной добычей. И нас до самой развязки не покидает интерес, кто же в итоге одержит верх, убийца или следователь. Более того, нас завораживает и сама мысль о том, что какой-то совершенно обычный человек, возможно, наш сосед или знакомый, вдруг начинает методично и жестоко и изобретательно убивать и мучить себе подобных. А окружающие об этом даже не догадываются. И всех, понятно, будоражит вопрос, откуда эти маньяки вообще берутся? Что может сломаться внутри человека, чтобы он вдруг стал одержим жаждой убийства и насилия? Поговорим об этом на примере самого знаменитого маньяка на постсоветском пространстве Андрея Чикатило. Казалось бы, простого человека, который превратился в настоящего монстра, совершившего более 50 чудовищных убийств, и это лишь те, в которых он сам признался. Откуда он взялся в СССР, где не то что насилия, но и секса вроде как не было? Попробуем разобраться. Меня зовут Павел Коныгин, и это формат разбора на канале «Продолжение следует». Смотрите нас в эфире «Дождя», а также подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Вместе мы не одиноки. Эту историю я начну с конца. Чикатило задержали осенью 1990 года в промышленном районе Новочеркасска. На тот момент ему было 54 года, из которых последние 13 лет он был самым разыскиваемым преступником в стране. На поимку Чикатило в рамках операции «Лесополоса» государству пришлось потратить 10 миллионов советских рублей. За это время на причастность к убийствам было проверено 200 тысяч человек и попутно раскрыто больше 1000 других, не связанных с деятельностью маньяка преступлений. Чикатило выдало, в общем, мелочь. Последнюю жертву он нашел в часе езды на электричке от своего города Новошахтинска Ростовской области. И ею стала молодая секс-работница. Чикатило заманил ее в лес возле станции и убил. А когда вышел из леса и вернулся на платформу, его остановил сержант милиции. К тому времени сотрудники правопорядка, искавшие это чудовище по всей стране, дежурили практически на каждой станции и проверяли всех подозрительных граждан. На маньяке был тогда синий костюм с галстуком и куртка, а также мягкая кожаная сумка через плечо. Грибы в такую не положишь. Так что милиционер сразу понял, что это не грибник, и решил проверить у Чикатило паспорт. После убийства маньяк постарался привести себя в порядок, но на щеке и мочке уха у него остался небольшой след крови. Все это также показалось милиционеру подозрительным. И все же веских поводов для задержания у него тогда не нашлось. Ну и к тому же в этот момент на платформу пришел поезд, поэтому сержант отпустил Чикатило, но доложил начальству об этом странном субъекте. За Чикатило тогда организовали слежку и вскоре заметили, что он постоянно пытается знакомиться с несовершеннолетними мальчиками. А неделю спустя после убийства в районе станции обнаружили труп той самой девушки. Тогда Чикатило и задержали. Дома у него нашли коллекцию из 23 кухонных ножей, молоток, как потом выяснилось, тоже орудие убийства, а также обувь с тем же отпечатком подошвы, что был найден около трупа одной из жертв. Но такую обувь, вы сами понимаете, мог носить кто угодно еще, а ножи и молоток сами по себе ничего не доказывали. Их и в каждом доме можно было обнаружить. Чикатило допрашивали тогда 10 дней. На допросе он все отрицал, и так как прямых улик против него не было, по закону его должны были отпустить. Но в дело вмешался известный советский психиатр Александр Бухановский. Он несколько часов беседовал с Чикатило и расколол убийцу. Тот разрыдался и стал давать признательные показания. Позже на суде Чикатило пытался отказаться от этих показаний, от своих слов, и симулировал сумасшествие, кричал, оскорблял судей и присутствующих в зале суда, обнажал половые органы, но психологическая экспертиза показала его полную вменяемость.
Ну, в итоге суд приговорил Чикатило к смертной казни, и спустя 2 года он был убит выстрелом в затылок уже в Новой России, в камере смертников, и был похоронен в безымянной могиле на тюремном кладбище. Перед смертью Чикатило неоднократно писал прошения о помиловании, в которых указывал, что 40 лет проработал на благо Родины, 30 лет состоял в рядах КПСС и вкалывал в настройках коммунизма, называл себя больным человеком и во всем винил советский строй. Он писал: «Я закончил 5 факультетов, 5 университетов марксизма-ленинизма. У меня 8 дипломов и ни одной профессии. Чему я посвятил свою жизнь? Разве после такой порции отравы марксизма можно быть нормальным и ориентироваться в жизни? Я был фанатик коммунизма, а остальные только агитировали и слушали, и притворялись. И вот моя трагедия совпала с кризисом коммунизма. Я жертва и орудие этого монстра». Конец цитаты. Буквально в следующем абзаце этого письма Чикатило винил в своих бедах ассирийскую мафию и называл себя партизаном. Непонятно, что им тогда двигало. Притворялся ли он безумцем или правда таковым был? Ну, на 100% серьезно относиться к его словам, конечно, не стоит, но зерно правды в них все равно есть. Рассматривать этот феномен в отрыве от социально-политического контекста просто нельзя. Действительно ли советский строй сделал из Чикатило маньяка? Конечно же, нет. В конце концов, миллионы советских граждан десятилетиями жили совершенно нормальной и даже в чем-то счастливой жизнью. Но создал ли советский строй условия, при которых Чикатило мог удовлетворять свои потребности только таким ужасным способом и долгое время оставаться безнаказанным? Безусловно, да. Ну а дальше я расскажу вам, почему и как общество способствует появлению таких монстров. Не переключайтесь. Друзья, этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке. Благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях. Рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать. Но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой. Даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и остаемся вместе. Откуда вообще берутся серийные убийцы? Ученые сходятся во мнении, что маньяками не рождаются, а становятся. В жизни таких людей, как правило, совпадают сразу несколько опасных факторов. Это первое – генетическая предрасположенность. Второе – физические травмы и заболевания головного мозга. Ну и третье – расстройство личности и психологические травмы, вызванные насилием и другими потрясениями в детстве. Самый малозначительный фактор – это травмы головы. Ученые обследовали 239 жестоких убийц, и только у 20% обнаружились травматические повреждения мозга. Остальные же были вполне здоровы. Так что это важный, но не определяющий момент. Про мозг Чикатило нам известно немногое. Только то, что мальчик родился с признаками гидроцефалии. Это детское заболевание мозга, которое вызывает задержки в физическом и психическом развитии, ну а следовательно и проблемы в социализации. Но насчет генетики. В 90-х нидерландский ученый Ханс Брюннер провел генетическое тестирование мужчин, отличавшихся агрессивным поведением. Он выделил в их X-хромосомах особый ген, который производит моноаминоксидазу. Это такой фермент, который влияет на выработку дофамина, норадреналина и серотонина, провоцируя агрессию. В прессе этот ген называли геном воина. Его наличие наблюдается у убийц и членов преступных группировок. Впрочем, также его обнаруживают и у успешных спортсменов. Так что вешать клеймо на всех людей с таким геном не следует. Был ли этот ген у Чикатило, мы уже не знаем, но такая вероятность есть. Гораздо более важную роль в становлении маньяка играют расстройства личности, такие как психопатия и социопатия. В народе под словом «психопат» обычно представляют человека в смирительной рубашке, который бьется в конвульсиях, кричит и бредит. На самом же деле вы можете разговаривать с психопатом и даже не догадываться об этом. Ведь от обычного человека его отличает разве что одна простая вещь – отсутствие эмпатии, но она совсем непростая. Видя чужие страдания, обычный человек будет сопереживать, будет жалеть другого. Ну а психопат в лучшем случае просто не почувствует ничего, а в худшем будет даже наслаждаться увиденным. Зачастую психопатия ведет к появлению у человека нарциссического расстройства, а также садистских наклонностей, стремления манипулировать другими, патологически лгать, вести паразитический образ жизни и еще к целому букету качеств, которые обычно приписывают злодеям. Все это в избытке было и у Чикатило.
Известно, что многих своих жертв маньяк убивал не сразу, а какое-то время страшно мучил перед смертью, вплоть до пыток каннибализмом. Он получал от этого удовольствие. Мощнейшим катализатором психопатии являются пережитые в детстве потрясения, особенно физическое и психологическое насилие. Так вот, Чикатило в этом плане просто хрестоматийный пример. Он родился в 1936 году в селе Яблочное Харьковской области Украинской ССР. Незадолго до этого, в 30-е годы, там бушевал страшнейший голод, тот, что потом назовут Голодомором. Мальчик часто не доедал, а мать постоянно рассказывала ему страшные истории о местных людоедах, которые якобы поймали и съели его старшего брата. Никаких подтверждений того, существовал ли брат на самом деле, никто не нашел. Так что, скорее всего, мать просто пыталась так припугнуть сына, чтобы тот слушался и не убегал далеко от дома. Времена на дворе стояли страшные. Но жуткие каннибалистические байки на всю жизнь отпечатались в больном мозгу мальчика. Также известно, что до 12 лет Чикатило страдал от энуреза, недержания мочи, за что его часто била мать и издевались сверстники. Но проблемами в семье дело не ограничилось. Вскоре после рождения мальчика глянули сталинские репрессии, ну а потом Вторая мировая война. Отец Чикатило ушел в партизаны и попал в немецкий плен. Впоследствии, после освобождения, его даже сослали и в советский лагерь. Во время войны вся Украина попала под немецкую оккупацию, и с местным населением нацисты не церемонились, от бомбардировок до расправ. Представьте, в 6-летнем возрасте Андрей Чикатило гулял с другими мальчишками и увидел, как оккупанты ведут нескольких местных жителей на расстрел. Дети побежали следом, чтобы посмотреть, но немцы открыли по ним огонь. Убегая, Чикатило упал, ударился головой и потерял сознание. Солдаты решили, что он мертв, и бросили его в яму вместе с трупами расстрелянных жителей. Очнувшись, мальчик пришел в ужас от мертвецов рядом с ним, но сразу вылезти побоялся и провел в этой яме всю ночь. Все это звучит как страшная байка, но на войнах происходит и не такое. В более взрослом возрасте мытарства Чикатило продолжились. Из-за природной застенчивости и расшатанной психики у него начались проблемы на сексуальном фронте. Позже, уже сидя в тюрьме, Чикатило в письмах адвокату описывал случай с соседкой, которая, когда ему было 14 лет, пыталась затащить его в постель, но он, цитата, «не смог». Для него это оказалось сильным стрессом. Ну а в 10 классе у него была попытка вступить в связь с подружкой, но и из этого тоже ничего не получилось. И тогда Андрей якобы испугался своих желаний и твердо решил, что займется сексом только после свадьбы. Потом он пошел в армию, где у него ожидаемо не сложились отношения со служивцами, и он, возможно, даже стал жертвой сексуализированного насилия. В 25 лет Чикатило снова попытался заняться сексом с девушкой, и опять ничего не вышло. Но на этот раз потенциальная партнерша жестоко посмеялась над ним, публично обозвала парня импотентом и рассказала о его бессилии своим подругам. Тогда Чикатило едва ли не покончил с собой от стыда, и в который уже раз проникся ненавистью и отвращением к окружающим. В общем, можно сказать, что на Чикатило в детстве и молодости свалилось все, что только можно. Но потом все как будто даже наладилось. С годами ему удалось завести семью, у него была заботливая жена и 2 детей даже. Он получил несколько высших образований, работал инженером, даже учителем в школе, потом стал востребованным снабженцем и, внимание, начальником отдела, а еще внештатно писал статьи в районную газету «Знамя». Коллеги и родственники знали Чикатило как очень спокойного, работящего человека, верного мужа, полноценного члена советского общества. И именно это впоследствии долго помогало маньяку отводить от себя подозрения. Но на самом деле работа никогда не приносила Чикатило удовлетворения, как и супружеская жизнь. Особой страсти между ним и женой никогда не было. К началу периода своих зверств он совершенно перестал выполнять супружеский долг, при том, что желание у него никуда не пропадало. Он просто долгое время не знал, как его удовлетворить, так как в постели с добровольными партнершами он чувствовал себя бессильным. Вопреки распространенному мему, секс в СССР все же был, и еще как был, но эта тема считалась табуированной и аморальной. Не было никакого секс-просвета, психологической помощи, доступных способов разрядки, вроде фильмов и журналов для взрослых. Но даже в табуированном обществе против природы не попрешь, и Чикатило начал искать для себя возможность удовлетворить разгоряченное либидо. Первые отклонения у него начались в начале 70-х годов.
На тот момент Чикатило было 34 года. Он уже был больше 7 лет в браке и работал учителем русского языка и литературы в Новошахтинской школе. Сперва его застукали за мастурбацией в женском общежитии, куда он проник без разрешения. Ну а затем начал приставать уже к своим ученицам в школе. Из-за этого его даже заставили написать заявление об увольнении. Пришлось даже уехать в другой город и сменить профессию. До поры до времени Чикатило удавалось сдерживать себя, но однажды он все-таки перешел черту, из-за которой уже нет возврата. Он познакомился с ученицей 2 класса Леной Закотной и обещанием подарить жевательную резинку заманил ее в заранее купленную лачугу на окраине города Шахты. Позже маньяк рассказывал следователям, что хотел просто с ней побаловаться, но когда девочка начала сопротивляться, он вдруг испугался, что их услышат, и убил ее, еще и к тому же изнасиловав. Именно этот случай и стал для него толчком ко всем дальнейшим убийствам. Позже милиция задержала другого человека, Александра Кравченко, также ранее осужденного за изнасилование. В тюрьме из Кравченко силой фактически выбили признательные показания, приговорили к смертной казни и расстреляли. Хотя в страшном преступлении, жертвой которого стала девочка Лена, он был как раз не виноват. Еще один пункт к вопросу об эффективности советского следствия, которому важнее было выбить признание, чем докопаться до истины. Впрочем, с тех пор, как мы с вами знаем, изменилось вообще немногое. После своего первого убийства Андрей Чикатило в полной мере осознал свои желания и потребности, а также ужасные способы, которыми он может их удовлетворять. Так и началась его печальная карьера, в ходе которой он замучил, изнасиловал, убил и запытал, по его собственным словам, 56 человек, из которых следствию удалось доказать 43 случая. В основном Чикатило орудовал на вокзалах, железнодорожных станциях и в лесополосах. Большую часть убийств он совершил в Ростовской области, но вообще география его гастролей раскинулась по всей стране, от Запорожья и Ленинградской области до Ташкента в Узбекистане. Прикрытием для него служила его работа снабженцем, связанная с регулярными командировками. Один раз его даже задержала милиция после орального секса с секс-работницей прямо в здании автовокзала. В его чемодане милиционеры тогда нашли молоток, веревки, нож и вазелин. Однако Чикатило умело нашел этому логичное объяснение. Якобы веревкой он перевязывал коробки с посылками, отправляя их по почте, а ножом же резал эти самые веревки, а вазелином пользовался для бритья. Слова Чикатило звучали логично, и его отпустили. Как же несчастные жертвы попадали в лапы маньяка? Девушкам Чикатило предлагал угоститься алкоголем, а детям обещал что-нибудь подарить или показать кино, и те охотно соглашались. Если сегодня к вам подойдет незнакомый мужчина и предложит посмотреть кино у него дома или выпить вместе дешевого коньячку в ближайшем лесу, вы ведь вряд ли согласитесь, правда? Вы скорее пошлете такого товарища куда подальше, а то и вовсе сдадите его полиции. Ну а тогда в Советском Союзе народ был куда менее искушенным, более доверчивым, ну и бедным, конечно. Почему же Чикатило так долго не могли поймать? Не последнюю роль тут играли и ложные представления о том, что вообще из себя представляет серийный убийца. Бытовало мнение, что маньяки – это вообще продукт капиталистического общества с его тотальной несправедливостью, несоразмерностью тяжести труда и распределения общественных благ. Считалось, что в таком здоровом социалистическом государстве, как Советский Союз, никаких маньяков просто не может быть. Как, впрочем, и секс-работников, наркозависимых, гомосексуалов и прочих, как их брезгливо и высокомерно называли, элементов. В СССР, как мы помним, также не могло быть и аварии на крупнейшей атомной электростанции в Чернобыле, и эпидемии СПИДа тоже быть не могло. Но если закрыть глаза на слона в комнате, он никуда ведь из нее не денется. Мы с вами должны это понимать. После казни несправедливо обвиненного Кравченко новые убийства и гибель Лены Закотной долго не хотели рассматривать как звенья одной цепи. И только когда число жертв перевалило за десяток, следствию наконец пришлось взглянуть правде в глаза. Так и началось крупнейшее мероприятие в истории советских и российских правоохранительных органов – операция «Лесополоса». И вот на поимку Чикатило бросили все силы, включая вертолеты, подсадных уток в лице симпатичных сотрудниц милиции, которые дежурили в штатском на станциях, а также народных дружинников. Почуяв охоту, Чикатило взял и вступил в ряды этих дружинников, чтобы ловить самого себя, и даже на какое-то время перестал убивать. Так у него появилось удостоверение внештатного сотрудника милиции и еще одно алиби, пользуясь которым он мог совершать преступления и разгуливать ночью по лесам и паркам. Но в конечном итоге осторожность оставила его, а мания, наоборот, усилилась. Чикатило все чаще начал попадаться на глаза, пытаясь познакомиться с девушками, детьми и подростками. Ну и, наконец, попался.
Ну, безусловно, Андрей Чикатило – это абсолютный продукт своего времени. Появление маньяка таких масштабов в современной России уже невозможно, благодаря огромному количеству факторов, благодаря гораздо более свободным нравам, а также доступности порнографии и товаров широкого потребления, а также благодаря бдительности родителей и отсутствию, пока еще, жесткой идеологии, благодаря наличию всюду камер слежения и новейших средств криминалистики. Чикатило породила его эпоха. Психически больной человек, переживший ужасы немецкой оккупации и голод, издевательства и насилие. Человек, постоянно страдавший от своего бессилия не только в постели, но и в жизни. Он пытался играть по правилам системы, которая его воспитала. Но он не мог не видеть, как идеи, в которые он поверил, медленно разлагаются, превращаясь в фикцию. А любая его инициатива не приводит к желаемому успеху. И пока более здоровые и устойчивые люди находили для себя выход в двоемыслии, кухонной политике и форце, психически изуродованный Чикатило нашел удовлетворение в кровавой мести беззащитным людям, на месте которых представлял своих обидчиков и в утолении накопившейся за долгие годы жажды секса и контроля. И хотя с каждой жертвой ему лишь ненадолго удавалось заглушить этот вечный зуд, вся его жизнь была агонией. Такой же, какую переживала вместе с ним и вся наша страна. Через крах коммунизма, войну в Афганистане, экономический кризис с дефицитом товаров, Чернобыльскую аварию, разгул преступности и многие другие печальные симптомы. После оглашения смертного приговора журналисты задали Чикатило вопрос: «Думаете ли вы о смерти?» И он ответил: «Я уже давно живу на том свете, меня убивали уже много раз. В этом мире у меня уже ничего не осталось». Конец цитаты. Что тут скажешь? Нет человека страшнее, чем тот, кто в душе уже умер и кому нечего терять. Проведу параллель с самым страшным преступником, мучителем наших лет. Когда у тебя нет возможности возвращения к прежней жизни, когда впереди только тюремная камера смертников или, скажем, ГАГа, наступает абсолютная свобода, в которой можно позволить себе все, даже самые чудовищные и кровавые преступления. Но чем глубже преступник погружается в кровь своих жертв, тем ближе его конец и ближе возмездие. В отличие от российского правосудия, жизнь карает безошибочно, и лично я уверен, она справится и в этот раз. Продолжение следует.